Все, я собралась, записываю. Все-таки тема, о которой я хотела рассказать вам, поговорить с вами, это тема дружбы, наверное. Я ходила к своей подружке на блины, на масленицу, и пока мы готовили, мы с ней начали разговаривать вот про дружбу, про то, что я небольшой кусочек засняла, и надеюсь, что мне там понравится что-нибудь, и я вставлю этот кусочек. Готовим блины и о чем-то разговариваем, что-то обсуждаем. Не знаю, ну типа, когда вы переехали, вы думали, что вы будете искать друзей? Или я просто с самого начала такая, я русскоязычных людей вообще не буду искать. Серьезно? Серьезно. Я вот с самого начала типа такая. То есть ты Моя нацеливалась, что установка ты будешь была, да, что я общаться русскоязычная. только с... Да, только с итальянцами. Чтобы для языка или... Для языка, да. Ну, типа, и первый год, но я и жила только в Пульторе, где никого не было, русскоязычных точно. Вот, а потом уже, когда нашла первого друга, итальянца, я тогда с Испании, мы тогда с подругой, я говорю, мне нужен друг. У меня, вот я прожила полгода, и тогда в апреле, в мае поехала в Испанию, и такая думаю, блин, у меня нету друзей вообще, надо искать друзей. И я... Так подруга у тебя в итоге, ты с кем жила? Ты жила с русскоязычной девочкой или нет? Но она уехала в декабре. Но это был важный, если бы не она, было бы гораздо сложнее. Ну, это человек, который, да, первое время мне помог совсем. Это тоже надо учитывать. Может быть, да. Что, когда я переезжала к подруге. И первые 3 месяца я жила с подругой русскоязычной. Разговаривала с ней на русском языке. Вот, я тоже первые 3 месяца тоже я жила мне, слава богу, попалась русскоязычная соседка. Потому что Диана живет в общежитии. Я живу в общежитии, да. Живет с кем попала в комнате. С кем попала я живу. И вот я зашла в свою комнату, ожидая, что я буду сейчас говорить только на английском языке. И я захожу, спрашиваю, where are you from? И мне говорят, Казахстан. Я такая, yes. И все, и с этого момента стало гораздо легче, потому что мне кажется, что первый месяц иммиграции должен быть кто-то вот из твоей, который знает твою культуру, который тебя вообще в это введет, расскажет, что как. Потому что если люди просто приезжают сразу же в другую культуру, может быть, конечно, процесс идет быстрее, но гораздо сложнее. Не, мне кажется, очень часто, кто переезжает, он переезжает в большие города, да, и там уже по-любому есть кто-то. А мы уже в маленький город переехали, и тут очень мал был процент того, что кто-то русскоязычный будет здесь находиться. Вот. Да, я не ожидала, что я кого-то встречу. Да. Ну, а потом, как бы и сейчас, мне кажется, намного интереснее с итальянцами дружить. Но тоже итальянцы не все знают английский, и это тоже некоторые люди переезжают типа с английским, без итальянского, и не могут тоже друзей себе найти, потому что итальянцы не знают английский. Да, только в Риме и в Милане. В Риме и Милане. Остальные все только итальянский знают. Вообще работает микрофон? А, у меня еще микрофон тут. Как? А где он? А где он? Я хочу вот сделать идеально по рецепту, чтобы у меня точно получились эти блины. Склейка. Блины не получились. Первое время были русскоязычные подруги, а потом, ну как бы я целенаправленно искала только итальянцев. И первые итальянцы я вот, когда приехала с Испании, на остановке там это увидела и такая, берем. У меня был договор с подругой, что вот я приезжаю, и первый человек, которого я встречаю в Италии, я с ним знакомлюсь, и это мой будет друг. Ты прям себя настраивала, что вот надо вот друг конкретный итальянский. Да. У меня не было никакой вообще настройки, я просто по наитию пошла в этот университет,
с кем-то познакомилась, потому что мне надо было учиться. То есть у меня не было, что вот я должна найти друзей. Ну, в университете. Ну ладно, окей, возьмем того, что я в общаге живу, поэтому мне даже не надо никуда идти, просто тут знакомишься с людьми и все. А я нет. Это в этом плане мне легче, конечно, найти кого-то. Да, мне надо было специально искать кого-то, потому что в моем городе никого не было, одни старички были. Вот. И вот с того момента началось мое итальянское внедрение в общество. Ну и как ты себя оцениваешь? Внедрилась в общество? Внедрилась, ну да, потом мне украл кто-то зонтик, я подружилась с Фра, с другим нашим другом общим, с Фра, потом с Матье, потом с девочкой из России, с Сонькой, вот. А потом уже пошло-поехало. Потом я так познакомилась с Дианой, тоже потому что Erasmus приехали грузины, армяне, и они решили сделать шашлыки на своем балконе. И так я познакомилась с Дианой. Да. Мы пошли вместе на шашлык. Какое у нас хорошее знакомство, а? Мне кажется, шикарно. Так, а мы будем 1 литр молока? Это много или? Это много. На 500 миллилитров, да, все-таки? Да. Хорошо. Я сейчас украду, наверное, да? Это же прелесть общаги, что можно что-то украсть. Так, сейчас. И вот, наверное, я хотела бы поговорить про дружбу, про то, что, знаете, когда я переезжала, все говорили о том, что очень трудно найти друзей, что итальянцы, испанцы, потому что у меня есть подружка в Испании, и она на год раньше меня переехала, и она тоже говорила о том, что испанцы не особо хотят дружиться, и также итальянцы, тоже девочка, к которой я переезжала, она тоже говорила, что это не так легко найти друзей итальянцев, и есть такой стереотип о том, что очень трудно найти друзей, потому что сформирована уже дружба у всех, и как бы ты такой приезжаешь, и кто ты вообще такой. Вот сейчас разговаривала с подружкой из Испании о том, что это все-таки в какой-то степени, да, такое есть, но в большей степени это стереотип. Но еще важный момент такой — язык. Если вы, допустим, переезжаете, как сейчас многие в магистратуру переезжают, и очень многие переезжают с английским, и вот с английским даже итальянцы, не все итальянцы разговаривают на английском. И это тоже сокращает процент тех людей, с которыми вы можете познакомиться. Потому что намного легче найти друзей на итальянском, на испанском, нежели на английском. В том же плане, что сейчас к нам, допустим, приезжает Erasmus, и это видно, как люди кучкуются. Это видно вот по языковому такому барьеру и тому, что не все разговаривают на английском, и очень часто Erasmus приезжает, и он только в своей такой маленькой группке каких-то людей, которые тоже приехали по Erasmus, и они вот вместе находятся, и с итальянцами не так сильно коммуницируют, потому что не все итальянцы знают английский. И в том же плане, и кто переезжает в магистратуру тоже с английским, и только с английскоговорящими людьми можно начать коммуницировать. Когда ты разговариваешь с людьми на их языке, это в первую очередь вас открывает, и итальянцы, испанцы могут в большей степени вам преподавать этот язык, им больше нравится разговаривать на своем языке и более свободно разговаривать на своем языке. И это такой очень важный пункт в этом вопросе, в поиске друзей и в коммуникации. Это вот язык, на котором вы говорите. И также я думаю, что в коммуникации очень важна вот эта ваша открытость, ваше желание завести друзей, потому что тоже, наверное, и не всем нужны друзья, и не все поймут там итальянскую, испанскую культуру, кому-то комфортно вот тому же Erasmus'у
но тоже не только английский может быть, может и русскоговорящие, если часто, когда переезжаете, вы ищете своих людей, которые говорят на вашем языке, допустим, и очень многие, да, тоже такой момент, что очень многие боятся, знаете, стесняются, там, допустим, разговаривать там, на итальянском, на испанском. Это тоже такой очень для мозга очень тяжелый момент, когда ему легче, конечно же, начать разговаривать на русском языке, на английском языке, чем на итальянском, испанском. Более тебе спокойно находиться в обществе там русскоговорящих, вы там на своем языке разговариваете, и все, и такой мозг думает, а зачем нам рисковать, если мы можем, вот у нас хорошие люди, а зачем нам выходить за границу этого комьюнити и рисковать своим спокойствием, вот. Да, важный момент — это язык, на котором вы говорите, и да, хотите ли вы найти этих друзей, потому что иногда людям не надо итальянцы, иногда хватает и каких-то и англоговорящих людей рядом, и русскоговорящих, на вашем языке говорящих людей, и уже как бы друзья, уже какая-то коммуникация, какое-то общение. Это тоже такой момент, нужны ли вам друзья итальянцы, испанцы. Отсылка к Диане, она мне говорила, вот ты начнешь записывать это видео и скажешь, вот у нее там парень, и все, и не надо никого искать. Вот тоже такой момент, когда вы заводите как собаку, когда у вас, если у вас появляется молодой человек, тоже испанец, итальянец, это тоже в меньшей и большей степени это друзья. То, что у вас появляются друзья парня, вы уже на какой-то общей ноте, ваш парень, друг и друзья парня, уже тоже какие-то знакомства, какие-то друзья. Это тоже такой момент, что можно найти парня себе, итальянца, испанца, и начать общаться с его друзьями, и тоже как-то расширять свой круг в университете, да. В университете, если вы учитесь, тоже с одногруппниками начинаете общаться. Я вот так с одной одногруппницей на стендап мы вместе ходили. Университет — это такой плюсик тоже хороший к знакомству, к практике там языка и коммуникации и нахождению друзей каких-то. Также ходить куда-то, испанцы, итальянцы такие тусовщики, если вам близко такая культура тусовочная, вы тоже очень легко можете найти себе друзей, потому что я, к сожалению, это не мой, не мой стиль отдыха, я не тот человек, который любит выходить там по вечерам и куда-то по барам, по вечерам, поздно ночью выходить, тусоваться, ходить по каким-то барам. Это не мой вариант знакомства. Я прям вообще... Мне лучше в час ночи уже спать, и все. Моя история расскажу, как я вообще нашла своего первого друга. А тогда это был мой первый год в Италии. И я тогда жила в маленьком городочке, не в том, в котором сейчас живу. Там была маленькая деревенька, где вообще были одни старички, были такие домики частные. И я тогда поехала в марте в Испанию в первый раз. И вот я грустила, что у меня за полгода, вот это было у меня полгода, я же полгода в Италии, а у меня ни одного друга. И я такая, все, мне надо друг. И мы с Дианой решили, что первый человек, которого я встречу в Италии, вот я приезжаю в Италию, и кого я встречу, я должна вот с первым человеком познакомиться, и это будет мой друг. Ну, хотя бы, знаете, начать какую-то коммуникацию, какое-то вот знакомство. И первый человек, я тогда поздно ночью приехала в аэропорту, стояла на остановке, и там один парень стоял. Не особо был настроен на разговор, но я такая, нам надо. Я слово сказала, дала Диане, надо выполнять. Вот я с ним познакомилась, Леонардо его зовут. Мы, к сожалению, уже сейчас не общаемся. Общались где-то год-полтора,
и потом как-то наши дороги разошлись, и все. И в течение времени я познакомилась уже в столовой, уже здесь я тогда переехала, познакомилась с Матье, вы его увидите, мы запишем с ним видео, и я обязательно у него спрошу, чтобы он рассказал, как мы познакомились, потому что там очень смешная история. И я попрошу его рассказать, он более это все как-то интереснее рассказывает, чем я. Дружба — это, конечно, очень важно, это коммуникация, это знакомство, это наш социальный уровень, его надо, конечно же, восполнять, и обязательно надо знакомиться и для практики языка, и для практика языка. Для практики языка и для коммуникации это расширяет вам возможности, люди вам что-то показывают, вы куда-то ходите с ними, знакомитесь с другими людьми, это очень важно, конечно же. Наверное, я бы хотела сказать, что это стереотип, что очень трудно найти друзей. Мне кажется, надо сначала адаптироваться, вообще понять, что ты, кто ты, и как тебе теперь коммуницировать, и как продолжать жить в стране. И где-то, мне кажется, год надо вот отстать от себя и спокойно вот просто пожить, посмотреть культуру, тоже, знаете, привыкнуть, потому что все-таки у нас одни привычки, у них другие привычки, и все-таки надо перестроиться, понять их, потому что сначала надо понять своего собеседника, и потом уже он поймет себя. И все притянется, все будет хорошо, дайте себе время, и постепенно вы найдете хороших людей, которые будут откликаться вам, и вы будете им откликаться, и будете дружить. Это не трудно, если честно. Просто дайте себе время, и если вы хотите, если у вас есть такое желание найти друзей в Италии, в Испании, вы их обязательно найдете. Не давите на себя, не думайте, что все, первый месяц, как я приехал, я не нашел друзей, значит все, я никогда не найду друзей. Нет. Это так не работает. Вы обязательно найдете. Я буду заканчивать видео. Уже солнышко зашло. Да, все. Спасибо всем за просмотр. Если у вас какие-то есть предложения на темы следующих видео, или вы хотите что-то добавить, буду вас ждать в комментариях. Мне очень приятно будет с вами поболтать, поговорить, обсудить эти темы. Все, всех обнимаю, всех целую. Увидимся в следующем видео.